лисичку мы с вами сегодня будем на плотной акварельной бумаге. Я буду использовать акварель. Конечно же, мне понадобится простой карандаш, ластик. Для обводки будем использовать гелевую ручку, которая не размывается водой. В помощь я буду использовать вот такую подходящую по размеру тарелочку, чтобы нарисовать ровный круг, и малярный скотч, тоже очень подходящий по размеру. Обязательно баночка с водой, бумажные салфетки, чтобы промакивать кисточки. У меня всегда на столе есть простые карандаши и фломастеры, если понадобится. Итак, чтобы нарисовать лисичку, мы рисуем максимально большой круг, размещаем его по центру, немножко оставляем места здесь по краям, то есть не делаем тарелку так, чтобы она прям впритык у нас была, вот сюда за края выходила, это не подходит. Нужно вот как-то так примерно разместить. И аккуратненько обводим. Давить на карандаш сильно не нужно, потому что потом это все стирать будет очень проблематично. Нарисовали один круг, ну, тут немножко у нас вылезло, но ничего. И второй кружок я обвожу внутренний край. Внутренний контур. Вот так вот. Да, по центру. Отлично. Разместили. Все, кружочки нам больше с вами не понадобятся. Теперь мы с вами будем работать вот с этой внутренней частью. И наша с вами задача нарисовать хвост, заднее бедро лисички, ее мордочку. И все это мы примерно сейчас с вами разметим. Итак, первым делом мы рисуем с вами вот такую волну. Раз. И вторую так два. Может, немножко побольше, вот сюда вот. То есть у нас с вами получилось, знаете, такое, как будто на солнце сверху летит чайка. Видите, да? То есть вот у нас солнышко, и вот у нас вот так вот немножко наискосок летит чайка. Вот эту линию опускаем совсем вниз. Это будет место, откуда выходит хвост лисички. А вот здесь у нас с вами будет выходить хвостик за границу. И вот так вот мы его увеличиваем. Можно даже сделать немножко такой узорный хвостик. И вот сюда. Вот в этой части мы так наметим. У нас с вами будет переход белого кончика в красивый пышный рыжий хвост. Далее. Вот тут вот, где-то тут я нарисую носик. И теперь уже от него моя задача нарисовать лисью мордочку, которая улеглась на этот мягкий, рыжий, пушистый хвостик. Я рисую две такие волны вверх. Две линии наверх достраиваю. Знаете, такой перевернутый шалашик у нас с вами получится. И верхнюю часть головы лисы. Посмотрите, чтобы у вас было достаточно пропорционально. То есть у вас не должно получиться так, чтобы голова у вас огромная, а тело совсем маленькое. То есть, да, так отойдите немножко в сторону, сядьте, посмотрите, что там получилось. Все, вот она голова лисы. Внутренние разметки вот эти все можно стереть ненужные на мордочке. Вот эту всю часть тоже мы стираем, чтобы она нас не запутала. У нас не хватает ушей, поэтому мы нарисуем вот так вот. Раз уголочек, два. И опустим наши ушки сюда. Раз, два. И вот у нас уже получилось кое-что. От уголков вот от этих на мордочке мы должны вот сюда к носику опустить вот такие линии. Оп. И в другую сторону. Оп. И вот смотрите, что у нас уже с вами вырисовалось, да? Отлично получается, по-моему. Здесь у нас будут глазки. Они могут быть открытыми, они могут быть закрытыми. Ну, моя лисичка, она, знаете, такая отдыхает. Отдыхает в своей норе. Попробуйте, поэкспериментируйте с разными наклонами глазок. То есть в зависимости от того, насколько ближе и дальше они, выражение у лисички или мордочки получается разное. Так, тут у нас будет шерстка. Сразу немножко подтираем. Нам не нужны жирные линии. Убираем. И тут вот у нас так наметим. Вот она у нас будет шерстка. Далее здесь у нас будет ее задняя лапка. Все, смотрите, наша лисичка готова. И теперь нам нужно будет приступить к раскрашиванию. Начнем мы с закрашивания лисички, а потом уже закрасим весь фон, норку или рамку. Здесь уже решайте сами, что это у вас будет. А вот это все мы с вами потом распишем либо акварельками, либо фломастерами. Да? Ну что, приступаем. Берем кисточку, среднюю берем кисточку,
Хорошенько ее смачиваем. И нашу всю лисичку, за исключением вот этих вот частей, где белая мордочка, мы всю ее прям вот смачиваем. Да, даже если мордочку намочите, ничего в этом критичного не будет. Но я бы не стала, потому что все-таки мордочку хочется оставить беленькой, поэтому вот эту часть мы хорошенько закрашиваем мокрой водичкой. Проверьте, чтобы ваша кисточка была чистой. И вот так вот все мы это намочили. На самом деле кончик хвостика тоже можем закрасить. Так, под разными углами, если вы не уверены, что вы там закрасили, просто немножко наклоните голову на свет и посмотрите, где у вас там мокрое. Ну и сразу ушки. И начнем мы с вами с желтенького. Набираем чуть-чуть желтенького и вот здесь прям на мордочку вот такими капельками красиво ей расставляем акценты. Прям как будто с кисточки у нас с вами стекает краска, и мы вот эту красочку запускаем. Все. Далее вот здесь на спинку немножко желтенького положили. Очень густо не кладите. И размазали. Пускай краска у нас с вами растекается. При высыхании акварель становится чуть-чуть более светлой. И вот где-то здесь мы тоже так чуть-чуть желтенького добавили. Все. Далее набираем рыженький цвет. И уже начинаем на границе нашей лисички закрашивать вот так вот все красиво. Пускай наша акварелька плывет. Будет очень здорово. И пошли по кругу прям вот так вот. Сделали. Хвостик пока кончик не трогаем. И вот это все вот так вот мы смело закрашиваем, как бы стараясь чуть-чуть смешать цвета. Так, можно ушки сразу закрасить рыженьким, а можно потом черненьким. Пока я светлым таким оттенком их закрашу, чтобы буквально в них только красочка попала. Теперь мы хорошенько промываем кисточку, чуть-чуть ее отжимаем, и вот в этом месте нужно вот так вот ее, где у вас остался очень плотный резкий переход, размываем. Здесь можно немножко размыть, сюда добавить. Теперь возьмем чуть-чуть голубой краски и макнем ее капельку в коричневый. На самом деле белый цвет, он никогда не бывает белым. Даже лисий хвост, он всегда имеет какой-то оттенок. И даже лисья мордочка. Поэтому вот эту вот капельку синенького или голубого, смешанного с коричневым, мы чуть-чуть прям с вами вот так добавляем. Полусухой кистью. Как бы прорисовываем мордочку, да, шерсть. И даем ей подсохнуть. Пока наша лисичка с вами подсыхает, вот здесь вот я бы немножечко еще размыла. Я не смешиваю, вот этот желтый блик на спинке у нас остается. И вот сюда бы, наверное, чуть-чуть я добавила вот здесь вот более темный рыжий цвет, чтобы было видно складочку ее на бедре. И вот сюда вот прям такими точечками добавляем. Все, пускай лисичка сохнет, а мы с вами хорошенько промываем. И вот так вот по кругу мочим всю рамку. Делаем это очень осторожно. Можете дать 5 минут просохнуть все лисички, если боитесь, что у вас краска растечется. Я начинаю пока просто по самому широкому диаметру так вот обводить водичкой, потому что бумага плотная и впитывать она будет достаточно долго. И я вот так вот все это смачиваю очень аккуратненько. Видите, даже здесь у меня уже немножко потекло. Если у вас что-то потекло, мы не боимся, берем бумажную салфеточку и вот так вот промакиваем. Все, убираем. И здесь вы выбираете цвет норки любой. Синий, зеленый. Какой она у вас норки будет? У меня лисичка зимняя, поэтому у нее будет темная, синяя,
нора, но очень красиво украшенная. А может быть, это сон, в котором лисичка спит, и мы можем что-то там нарисовать из ее сна вокруг. Ну все, достаточно. Потом мы можем... Выбираем какой-нибудь классный глубокий оттенок. Мы можем намешать несколько оттенков синего. Можно добавить бирюзовый. Смешать с зеленым. Тоже будет очень красиво. И прям вот так вот яркой линией. Даже можно немножко наклонить. И тогда краска будет растекаться. Очень красиво получится. Берите кисть большего размера, чтобы она набирала больше краски на себя. Тогда вам будет проще закрашивать. И вот так вот водичкой все это немного размываем. И это очень красиво. Еще прям набираем хорошо на кисточку. Вот чем хороши натуральные беличи или кисточки пони акварельные, они набирают очень много воды. Ни одна синтетическая кисточка не наберет столько краски, сколько делает натуральная кисть. Поэтому хорошие, качественные, натуральные кисти для акварели очень важны. Можно сделать еще более глубокий цвет. Смешать, например, даже с фиолетовым. И добавить прям по контуру, пока все еще очень влажное, углубить. То есть здесь вы пробуйте, экспериментируйте, как вам больше нравится. Если плохо размывается, то, конечно же, кисточку лучше промыть, слегка отжать и добавить вот здесь вот воды. И краска продолжит растекаться. А вот здесь вот у меня интересный эффект на бумаге. Плохо прокрашивается. Как будто кто-то нарисовал там восковыми карандашами. Можно вот так понаклонять в разные стороны. Мне хочется еще добавить темных оттенков. Вот так вот. И потом немного водичкой вот это тоже все. Старайтесь, чтобы у вас не получилась грязь. Если начать смешивать слишком много цветов, больше 3, то может получиться очень грязный эффект. Нам такой эффект не нужен. Поэтому мы очень аккуратненько вот здесь размываем границу. Не спешите с акварелью, она очень не любит спешки и очень любит, когда ее просушивают. Все, вот сейчас нам нужно дать высохнуть нашей работе. Можно пойти перекусить, выпить водички, скушать яблочко и вернуться. А еще у меня есть фен. Вот я сейчас это сделаю феном. Далее мы с вами берем тоненькую кисточку и начинаем прорабатывать нашу с вами лисичку. Я набираю оранжевый цвет и прям по контуру кое-где прохожусь по спинке, по хвостику вот здесь. И начинаю такой, знаете, если ваш оранжевый сливается, сливается с лисичкой, то сейчас мы будем прорисовывать ей шерстку такими маленькими штрихами. Я беру самую тоненькую кисточку, которая у меня есть, и начинаю рисовать шерстку по направлению роста. Вот так вот.
Такое, знаете, очень медитативное занятие. Все линии от краев у меня стремятся вот сюда к носику. Все шерстинки. Слишком много не делайте, потому что будем мы еще с вами добавлять потом белой гуашью или белым маркером. То есть наша задача сейчас показать просто направление роста шерсти. Черточки не должны быть слишком мелкими. И в то же время очень длинными они тоже не должны быть. И вот так начинаю двигаться. Как будто шью на машинке, прошиваю. Вот сюда она у нас больше заворачивается. То есть она уходит не вот в эту сторону, а как бы по кругу заворачивается, да? Хвостик тоже начинаем с самого кончика. Здесь можно подлиннее немножко прорисовать. И начинаем продолжать. И продолжаем прошивать, да, как на машинке. Но здесь смотрим, у нас тут узор пошел по-другому немножко. Он у нас идет вот так вот. И кончик вот этот вот тоже светленький. Мы с вами закрашиваем. Можно делать это фломастером. Можем взять теперь просто красный цвет. Чуть-чуть смешать его с коричневым. Можно даже капельку синего сюда добавить. Вот такой получится бордовый. И вот здесь немножко затеним. Тут, здесь. Мордочку вот так у лисички обрисуем. Если кисточка сухая, чуть-чуть ее смачиваем. Если вы ведете и у вас краска начинает прерываться, это значит, что мало воды. Нужно добавлять больше водички. И прям вот еще кое-где вот так сделали. Ушки можно закрасить темно-коричневым или даже черным. Можно это сделать позже фломастером. Если вы боитесь, что у вас не получится сделать это аккуратно, то не спешите, сделайте потом фломастером. Я кончики делаю более темными, а потом растушевываем. И вот такое классное, милое ушко у нас получается. Немножко рыженького здесь оставляем, чтобы было видно, что там у нас внутренняя часть уха. Поэтому мы прямо такую вертикальную полосочку не закрашиваем до конца. Далее, пока лисичка подсыхает, вот здесь вот на личике, мы на мордочке, мы ее оставим. И теперь мы включаем нашу с вами фантазию. Можем взять черный фломастер, синий, фиолетовый фломастер или использовать карандаши, ну, либо акварель тоже. Я буду рисовать дальше акварелью. Я хочу разную растительность здесь нарисовать по кругу внутри. И буду для этого использовать ту же кисточку, но буду брать более темный цвет, чем цвет, который у меня использован для внутренней части. И для того, чтобы было проще рисовать, я буду разворачивать мою картинку вот таким вот образом. Это очень здорово. Сначала я намечу очень тоненько стебелечки этих растений, которые мне здесь будут обвивать все. Ну, примерно так, да, с этого края. И разными вот такими штампующими движениями, кисточкой,
Набираю прям побольше краски. Я буду прорисовывать красивые веточки. Я ставлю кончик и немножко надавливаю на кисточку. Кое-где можно их соединить, можно делать их на разном уровне. Здесь вы рисуете так, как вам подсказывает ваша фантазия. Сначала мы можем прорисовать веточки, потом какие-то листочки. Это могут быть дубовые листочки, это могут быть еловые веточки. Пока вот я рисую их все в одном стиле. После того, как я прорисовала все веточки, которые у меня есть, я буду добавлять сухие травы летние. Набираю такой же темный цвет, темно-темно-синий, чтобы эти травы было хорошо видно. И рисую вот такие зонтики. Знаете, как очень часто летом на лугу бывают. Где у меня пусто, там я их и дорисовываю. Не все места я заполняю, а только кое-где. Вот здесь вот хочется прям такую травинку нарисовать. И вот здесь. Ой, какая большая получилась травинка. Ну, если получается что-то больше, чем вы ожидали, можно это превратить в веточку. Вытянуть ее листочками, такими вот меленькими. И кое-где даже дорисовать похожее что-то для симметрии. Вот так вот. Так, что бы еще нам добавить сюда? Я бы добавила еще вот сюда такую же штучку. Можно нарисовать звездочки, но кисточка опять же должна быть очень-очень тоненькая. То есть если вы хотите рисовать звезды, то есть у меня у лисички это будет такая зимняя норка, в которой она спит, и вот ей снятся сны. И разбрасываем кое-где звездочки. Даже не обязательно закрашивать их полностью внутри, а еще они могут быть разного размера, не только пятиконечными, они могут быть вот такими вот, крест-накрест, и еще 2 раза. И так по кругу. Тут, например, над головой тоже. Маленькие, большие. И все это можно делать на самом деле фломастером или даже простыми карандашами цветными. Разбрасываем звездочки. Хочется лисички добавить здесь немножко цвета, поэтому я возьму яркий красный цвет. Вы можете взять красный фломастер, если хотите. И разбросаем немножко красных ягод между веточками. Что-то у меня тут оргстекло прилипает сегодня. И странные звуки. Лучше ягодки нарисовать крупнее. Они тогда будут хорошо видны. И в этом случае, если вы рисуете акварелью, то набирайте ее очень густо. Не жалейте. Вот в данном случае, когда нам нужно что-то прорисовать очень ярко, акварель тоже может с этим вполне справиться. Да, вот здесь слишком мелко. И видите, я рисую прям самым кончиком кисточки, самым-самым. И рисую как бы кружок, стараюсь рисовать 2 линиями. То есть я рисую одну дугу и сверху вторую. И только тогда завершаю ягодку. Как я уже сказала, ягодки могут быть не везде. И если у вас внутри что-то не закрашено, оставляйте, потому что на любом предмете всегда должны оставаться блики. Тогда этот предмет становится более объемным. Вот, например, наша лисичка, видите, она не целиком рыжего цвета. Мы использовали желтый цвет, где-то более
темный оранжевый, где-то более светлый. И тогда у нас получается, что вот лисичка-то она объемная. Вот так вот прорисовали ягодки. Еще нарисуем здесь. Возьмем дальше черный фломастер. Я возьму просто черную краску. Так как я рисую краской, вы можете взять черный фломастер и наши лисички нарисовать вот здесь такие закрытые глазки. Красивые, прекрасивые. Главное, чтобы рука не тряслась. Обязательно носик. И я опять же оставляю блик. Я не закрашиваю этот носик сплошняком, да. Я чуть-чуть оставляю блик. Носик тоже может быть разным. Он может быть побольше, поменьше. Я свои лисички добавлю вот такие милые реснички. И полусухой кистью или совсем тонким карандашом вы можете, чтобы кисть сделать полусухой, нужно немножко в салфетке. И вот так вот мы ей чуть-чуть, прям, если чувствуете, что не надо, то не рисуйте. Я немножко прорисую вот здесь вот ей мордочку. Промываем все. Еще у меня есть белый маркер, которым мы также можем нарисовать блики. Нужно дождаться, когда вот это все высохнет. Если вы рисовали фломастером, то, конечно, можно сразу же рисовать, раскрашивать. И кое-где можно добавить белые блики. Например, на той же лисичке. То есть мы также можем прорисовать ей вот здесь вот. Сейчас мы подсохло. Мы также можем вот здесь нарисовать на кончиках чуть-чуть блики. Ой, как много краски у меня вытекло. Ну ничего, мы это сейчас подправим. Я это потом, когда высохнет, прорисую сверху. И вот так вот я точечки дублирую, шерстку, да, только стараюсь не попадать уже на те рыженькие, а уже попадаем между ними кое-где. Вы можете использовать белую гуашь, тонкую кисть. Если нет, то можете на этом остановиться. Не нужно дальше все это закрашивать краской. Тем более, если вы чувствуете, что у вас не получается, то лучше на этом остановиться. У меня также есть просто белая гелевая ручка. Вот она гораздо тоньше. И вот ей как раз-таки можно прорисовать внутренние стебельки. Вот здесь кое-где. Можно вообще только на одной стороне их прорисовать, да? Вот, например, на этой стороне. Или вот здесь вот. Это тоже создаст такой, знаете, объем. Можно поверх. И вот так вот очень здорово разбросать какие-то точечки на темном фоне. Чтобы хорошо было видно. А можно сделать наброск, когда мы берем какую-то широкую кисть. Например, вот такую вот старенькую кисть, которая очень достаточно жесткая, и мы ее в белую гуашь макаем, разбавленную слегка на палитре, и вот таким вот образом сбрызгиваем. Но здесь самое главное не заляпать весь стол. Либо использовать мы можем похожую кисть, вот как у меня вот такая веерная, бывает более жесткие. Мы также берем белую краску, жиденькую, разводим ее. Но не так, знаете, до состояния воды. Тогда наброск не будет. А достаточно густую, как сметанка такая, знаете, сливки, может быть. И вот таким образом делаем наброск. Это тоже очень классная идея. Но в этот раз мы воспользуемся белой ручкой и добавим вот таких вот бликов. На ягодки можно добавить. Ну, где-то я оставляла. Можно вот здесь вот шкурку еще ей меховую прорисовать дополнительно. А вообще, допустим, если вы чувствуете, что у вас что-то не вышло, можно взять, например, тот же коричневый цвет, и вы хотите где-то затемнить, да, вы прям берете этим коричневым цветом поверх уже
И затемняете, например, вот здесь вот хвостик внизу, делаем больше тени, да, вот здесь на спинку, прям вот так слегка наклоняем карандаш, обязательно не держим его строго вертикально, иначе след от карандаша получится очень острым. А нам нужно добиться эффекта, знаете, такого напыления, поэтому мы с вами наклоняем максимально карандаш и вот этой плоской частью начинаем вот так вот прорисовывать тени. Например, вот здесь вот можно прорисовать темным карандашиком. Вот здесь можно взять немножко оранжевого. И где-то, если вы видите, вот хочется вам вот сюда, например, да, то вот таким вот образом мы все это заполняем. Вот здесь вот тоже можно немножко затемнить вокруг мордочки. И тут только глазок можно немножечко. Карандашик, он дает такое, знаете, завершение работе всей. Интересно, высохло? Нет у меня тут. Ну, почти высохло, да. Завершение работе дает этот карандашик, поэтому вот таким вот образом. Смотрите, какая классная зимняя работа у нас с вами получилась. А вообще эта лисичка может быть как в летнем антураже, я бы сказала, да, быть как в летней норке где-то лежать на полянке или под деревом, как в осенней листве она может зарыться. Вы можете забросать ее кленовыми листьями, дубовыми листьями, либо просто в сочной зеленой траве положить. Можно развернуть лисичку в другую сторону, можно ее нарисовать с лисенком. Ну, в общем, все, на что позволяет вам ваша фантазия, все в ваших руках. А у нас получилась вот такая милая лисичка, которая видит прекрасные зимние сны. Если вам понравился урок, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и приходите, через некоторое время обязательно выйдут новые уроки. Всем пока!